Трамп договорился и про Тайвань тоже. Еще одно личное обещание диктатора. Психушка для неугодных работников – это не фигура речи. В России вводят очень странные правила. Новые сенсационные детали переговоров. Что Путин требовал от Трампа и какое представление он устроил по прибытию в Москву. Польша поддержит войска для помощи украинцам. Резкое заявление премьер-министра страны и ехидный совет для президента Украины. Эти и другие самые главные новости. Утро воскресенья, 17 августа. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Сенсационную деталь о переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске сообщил израильский журналист Барак Равид. По его данным, российский диктатор предложил президенту США заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой. Равид, работающий корреспондентом издания Axios, аналитиком CNN и вашингтонским репортером 12-го канала Израиля, ссылается на источник, близкий к ходу переговоров. The New York Times сообщает о резком развороте Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Путиным. Если до саммита в Анкоридже он говорил о срочном прекращении огня, то уже 16 августа американский президент неожиданно поддержал план Кремля по всеобъемлющему мирному соглашению. Суть плана – передача России неоккупированных территорий Донбасса, как минимум. По информации издания, 2 европейских чиновника это подтвердили. Трамп заявил союзникам, что мир возможен быстро, если Зеленский согласится отдать остальной Донбасс. В ответ Путин предложил письменное обещание больше не нападать. Но в Европе напоминает, что он подобные обещания уже нарушал и не раз. Нью-Йорк Таймс пишет, что до встречи Трамп даже угрожал санкциями, если Путин уйдет без сделки. Но после переговоров на Аляске угрозы исчезли. Более того, в Truth Social он написал, что все решили перейти сразу к переговорам о мире без режима прекращения огня. Но европейские лидеры публично и кулуарно дали понять, это не так. Британия, Германия и Франция пригрозили усилить санкции против России, пока продолжаются убийства в Украине. Каждый получил что-то от этого саммита. Как минимум, Путин получил отсрочку по санкциям. Как минимум, наверное, до сентября, когда с каникул вернется Конгресс, и уже там будет этот вопрос акцентироваться. Там Трамп тоже не проиграл, он тоже кое-что выиграл. Да, и кроме того, снято требование Трампа о немедленном прекращении огня. Он еще его в самолете по пути на Аляску произносил, а сейчас это уже не звучит. А Украина открыто идет против позиции Белого дома. В офисе президента жестко обозначили позицию. Украина не согласна с планом США. Киев требует сначала прекращения огня, а уже потом разговори о мирному договорі. Виходячи просто з якоїсь тимчасової, навіть не те, що переваги, а ситуації на полі бою, де, умовно кажучи, там 10 російських військовослужбовців пішки зайшли на 2 позиції. І на карті це відображається як втрачена територія. Насправді там зачистка і це все ліквідовано протягом менше 1 тижня. Але це може накласти на десятиліття наперед передумови щодо українського майбутнього. І тому наша логіка полягає в тому, ні, давайте спочатку припинення вогню і припинимо ці зміни карти Deep State. Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что временные паузы не нужны, только полноценный мирный договор. Но в Киеве настаивают, без тишины на поле боя любые бумаги будут пустыми. Но вот главный миротворец говорит, что вообще готов к урегулированию только мирным путем прямо уже. С уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели. И хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным. И, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. Президент США зовет всех к себе. Стармер, Макрон и Мерц якобы тоже приглашены в Белый дом вместе с Зеленским на понедельник. Больше похоже на вечеринку, чем на серьезный разговор, но тем не менее президент снова бросил громкую фразу. По его словам, не только Путин, лидер Китая Си Цзиньпинь лично пообещал ему не предпринимать военных шагов, но только в данном случае против Тайваня. Пока Трамп в Белом доме.
В интервью Fox News президент США уверенно заявил, что при его руководстве никакого вторжения Поднебесной на остров не будет. «Я понимаю Путина», — говорит Трамп, — «Украина была для него главной целью, и он не собирался идти дальше. Ситуация с Си и Тайванем похожая, но я не думаю, что это произойдет, пока я у власти. Посмотрим», — говорит Трамп. Он сказал мне: «Я не сделаю этого, пока ты президент». Я ответил, что ценю его слова. Но Си добавил: «Я очень терпелив, и Китай тоже очень терпелив». Звучит как прямой сигнал и Пекину, и союзникам, пока в кресле овального кабинета ООН Тайвань может спать спокойно. Но за скобками остается вопрос, что будет, если Трамп уйдет, или Пекин решит испытать его обещания на прочность. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Как в НАТО, но без НАТО. Европа и США всерьез обсуждают сценарий, который еще недавно казался невозможным. Дать Украине гарантии безопасности, сравнимые с 5-й статьей НАТО, но без формального вступления Киева в альянс. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, подводя итоги скандального саммита на Аляске. Дональд Трамп поддержал эту идею, об этом говорит премьер-министр. Ключевым остается вопрос гарантий безопасности, способных предотвратить новые российские вторжения, и именно в этом аспекте на встрече в Анкоридже были зафиксированы наиболее интересные новшества. Мелони подчеркнула, что механизм коллективной безопасности позволит Украине рассчитывать на поддержку всех союзников, включая США, в случае новой агрессии со стороны России. При этом европейские страны, по ее словам, остаются едиными в поддержке Киева во время переговорного процесса. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, сейчас решается не только судьба Украины, но и безопасность Польши и всей Европы. Именно поэтому Запад обязан сохранить единство. Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Сегодня еще очевиднее, что Россия уважает только сильных, а Путин в очередной раз показал себя хитрым и безжалостным игроком. Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение. Но польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сразу после переговоров заявил, что результат оказался ниже ожиданий. Теперь мы ясно понимаем, чего хочет Путин, но это неприемлемо ни для Украины, ни для Европы, говорит глава польской дипломатии. По словам Сикорского, страна готова взять на себя часть ответственности. Я понимаю, что идея присутствия европейских войск предусматривается только после заключения мира. Польша готова внести свой вклад, предоставив командование и логистическую поддержку со своей территории. Так что вероятность того сценария, о котором вы говорите, крайне мала. Я надеюсь на это. Или же россиян удастся сдержать. Обычно миротворческие силы имеют какой-то международный мандат – ООН, ОБСЕ, но это пока всего лишь наше предположение, не так ли? При этом Радослав Сикорский дал ехидный совет в адрес Владимира Зеленского. Я бы посоветовал ему говорить на своем национальном языке. Именно так поступил президент Макрон, и его встреча прошла успешнее. США перебрасывают ВМС ближе к потенциальному противнику. Еще не война, но ситуация висит на волоске. Вашингтон переводит в Латинскую Америку и на Карибы тяжелый кулак. Более 4000 морпехов и моряков. Атомная подлодка, эсминцы, крейсеры, флагманский десантный корабль Иво-Джима с 22-м экспедиционным отрядом морской пехоты. Все это в распоряжении Южного командования, которое последние недели усиливают буквально по всем направлениям. Формальный предлог – борьба с наркокартелями. Один из источников прямо назвал цели наркотеррористические организации, угрожающие нацбезопасности США. Но собеседники медиа подчеркивают, пока речь идет скорее о демонстрации силы и сигнале противникам, чем о немедленных ударах. Тем не менее, Трамп теперь получает в руки колоссальный инструмент давления. Если он отдаст приказ, у командования будут все карты на руках для масштабных операций. Ну а CNN напоминает, еще в начале года министр обороны Пит Хексет подписал меморандум, где черным по белому было сказано: главный приоритет армии США – защита Родины, что неудивительно. И под защитой понимается все, от перекрытия границ и остановки нелегальной миграции до борьбы с наркотрафиком, контрабандой и торговлей людьми.
Хорошие работники попадают в отпуск, а плохие – в дурку. Теперь официально твой начальник может отправить не только на больничный. В России снова запахло советским нафталином. С 1 марта следующего года Минздрав запускает новые правила обязательного психиатрического освидетельствования. Теперь работодатели смогут сами отправлять сотрудников в психиатрический стационар, если заметят признаки расстройства. Раньше для этого хотя бы нужно было заключение врача, а теперь достаточно желания начальника. Отправка на психиатрическое освидетельствование может быть использована для сведения счетов или дискредитации сотрудника в глазах коллектива. К тому же сама процедура непроста. Она проводится в психиатрическом стационаре и может длиться дни и недели. Одновременно создается единый электронный реестр всех граждан, стоящих на учете с психическими диагнозами. В него попадут данные о госпитализациях, симптомах и принудительном лечении по решению суда. Доступ к такой базе получат не только врачи, но и полиция. Все это выглядит как возвращение к практике СССР, когда психиатрия использовалась против инакомыслящих. По данным Мемориала, только за последние годы почти 5 десятков человек стали жертвами принудительной психиатрии по политическим мотивам. Людей помещают в стационары или назначают им лечение прямо во время тюремного срока. Фактически власть легализует инструмент. Неугодных можно будет не просто уволить или посадить, а изолировать под предлогом заботы о психическом здоровье. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.